счастье – это когда ты можешь прийти после тяжелого трудового дня домой, либо просто прийти и поговорить со своим любимым человеком. Я пока что этой возможности лишен. Нахожусь в Штатах уже больше полугода, один, без своей семьи. Я поддерживаю с ними связь, регулярно общаюсь. И сегодня в видео я поделюсь своими страхами, своими впечатлениями и как вот этот вот процесс адаптации одного происходит в чужой стране. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и чтобы поддержать меня просмотром, чтобы у меня был миллиард. Трам-пам-пам. У каждого человека есть выбор. Вот, допустим, пойти в Арбис или в Вендис. Что там бургеры топ, что тут бургеры топ. Но когда ты идешь со своим любимым человеком, ты можешь разделить эти впечатления, эмоции и со вкусом их сожрать. Я пока делаю это один. И я уже дофига здесь чего перепробовал. И вот это выхлоп на все 100. Страхи остаться одному. Вот это, знаете, вот я раньше никогда не понимал. В Москву приезжает много приезжих на заработки. И они вот очень часто общались по видеосвязи и общаются. Как делаю сейчас я. У мусульман говорят, это такая информация, как бы не воспринимайте близко к сердцу, что если ты говоришь просто по телефону и не видишь человека, то значит с тобой говорит шайтан. И вот я когда своей семье звоню, я хочу увидеть жену, дочку, и я это делаю 2 раза в сутки, потому что у нас временные рамки большие, и не получается делать это намного чаще. И теперь я понимаю, что находиться вдали от них это намного сложнее, чем жить, проживать эту жизнь вместе. Моя дочь растет, ей почти 3 годика. И каждый новый день у нее какие-то новые приколюхи. Новые слова, новые повадки. А я этого не замечаю. В этом возрасте отец должен быть рядом со своим ребенком. И в этом возрасте у детей откладывается что-то на будущее. Хоть они это, когда вырастут, не будут воспринимать, не вспоминать не будут. Но откладывается. И такой уже станет человек в будущем. Я сейчас забираю у себя драгоценное время, драгоценные минуты, драгоценную жизнь. Ту, которую бы я мог бы проживать вместе со своей семьей. Но на это есть ряд причин, как бы. Это какое-то саморазвитие, какое-то новые возможности, новые приключения, новые виды, да и вообще все совершенно по-другому, нежели как было в России. Новые испытания, которые хочется пройти и получить от них какое-то решение от своих задуманных планов. Это вот, знаете, как решать пример по алгебре. И когда ты вот решаешь, и бам, ответ. И ты на такое у тебя чувство эйфории, что ты сам это сделал, что это не передать словами. Ну, если ты решал примеры по алгебре, то ты наверняка понял, о чем я говорю. В последнее время со мной происходят какие-то необыкновенные вещи. То кражи, то потери, то еще какая-то фигня. Но это происходит потому, что у меня концентрация внимания только на одном. Как бы побыстрее вернуть свою семью, воссоединить ее. И из-за этого вылезают проблемы. Рассеянность, невнимательность. Нужно как-то вот это вот перестроить чуть, и тогда все наладится. Вот я в Штатах уже больше полугода, намного больше, и побывал во многих разных штатах, во многих разных городах. Сан-Фран для меня оказался, конечно, роковым. С ним история, ну просто
одна за одной. Вот я реально не выпускал какое-то время даже телефон, камеру из рук, потому что постоянно снимал какую-то херню. Которая вечно со мной происходила. Сейчас я нахожусь в Пенсильвании. И тут город более спокойный. Нету никакой движухи, нету никакой нечисти на улицах, нету запаха. Вот знаете, в чем проблема больших городов в США? Что ты вот идешь, и у тебя, ну где-нибудь недалеко от центра, и у тебя может такой резкий запах мочи быть, который потом сменяется, если жаркая температура, сменяется на запах разлагающихся каких-то помоев, которые развалены на улицах. А потом еще запахом каких-нибудь, курительных смесей. И ты вот и ходишь, либо ездишь на мопеде, и вот у тебя вот такие вот контрасты, которые, не передать словами. В Питтсбурге как-то по-другому. Здесь как-то романтично. Пицца Хат, Макдональдс, 7-Eleven, Орали, магазин, где продаются штуки для машин. И много разных кафешек. Это я сейчас заехал на локацию пожрать и решил для тебя записать видос. Конфиденциальная инфа в телеграм-канале. Ссылка в закрепе. Когда долго работаешь, бывает перегорание. Типа сутки, двое, трое, неделю, 2 недели. И в моменте хочется бросить все, уехать домой и обнять своих любимых детей и жену. Был даже момент, когда я залез на авиасейлс и тапнул купить билет. Но меня отменили транзакцию. Мои самые большие страхи — это не то, что меня сожрут какие-то звери в моем кемпинге, а то, что я не смогу воссоединиться со своей семьей. В целом все решаемо, но момент, время. Самое важное — это время. И ты начинаешь его ценить. С каждым днем я все больше и больше не вижу свою семью. Но я иду, путь вот этот вот до встречи, он с каждым днем все короче и короче, потому что цель — это воссоединение. Когда я уехал в Штаты, я набрал кучу висяков. У меня там есть несколько непогашенных кредитов, которые тоже в процессе, они как бы погашаются, потому что я не просто же так тут. Как бы живя в кемпинге, я экономлю максимальный денежный ресурс, чтобы закидывать их в свои висяки, чтобы приехать обратно красавцем с бабосом, либо привезти сюда семью. Этого я еще не решил. Попутешествовав по Штатам, я понял, что я не хочу в каком-нибудь крупном городе жить со своей семьей. Я хотел бы тихий, спокойный город, чтобы было немного. Даже вот есть момент, то, что жить в квартире и в доме. Я бы хотел бы в доме со своим большим гаражом, чтобы можно было ковыряться там в своих мопедах, тачках, неважно, заниматься каким-нибудь своим любимым делом, быть вместе с семьей, ездить по выходным на рыбалку, на какие-нибудь там, купить автодом, с автодомом путешествовать и так далее. Чтобы время проводилось как-то более с пользой. И, само собой, еще как-то воркать так, чтобы это было не 12-14 часов в день, а по 8 хотя бы. Чтобы, это такие вот, знаете, мечты. Мечты, которые пока не реализованы, но в голове они имеются. И, лестница же она такая, типа, вверх, а потом идет же, как между этажами, вот эта штука называется, площадка, да? И потом она поднимается еще выше. Так вот, я пока нахожусь на этой площадке. Иногда типа скатываюсь на несколько ступенек вниз. Не стесняйся того, кем ты являешься. Ты тот и есть. Вот я по жизни курьер вот этот. Вожу заказы. И вот решил в одном моменте поделиться своими впечатлениями от переезда. И бам! Теперь вы меня смотрите. Не 10 тысяч человек, а 60 тысяч человек.
Это каждому спасибо, кто смотрит и кто прожал лайк под этим видосом. Всем гигантское, колоссальное спасибо. Планы на будущее. На ближайшее будущее. Не на долгосрочное, на ближайшее. Сделать 100 косарей на ютубе, чтобы получить заветную вот эту вот галочку, верификацию. И потом уже будет план дальнейшего выстроен. Сейчас у меня все максимально расплывчато. Я хочу все, но не знаю, зачем, как бы, за что зацепиться конкретно. И что делать, как расставить приоритеты и делать все постепенно. Когда делаешь вот по чуть-чуть, ни хрена не получается. Изначальный план, конечно, был такой. В связи с недавними обстоятельствами моей семье пришлось уехать в Россию. И я тут остаюсь и зарабатываю бабос. По планам я должен был откладывать 5 штук баксов каждый месяц, чтобы они вернулись через 3 месяца уже на все готовенькое, чтобы я там снял спокойно квартиру, чтобы были бабки. Если вдруг что-то там не произойдет, то заплатить за новую аренду. И, ну, чтобы не получился такой же случай, из-за чего они, в принципе, им пришлось уехать. Но тут такой момент, когда ты тут живешь, деньги, они зарабатываются, они реально зарабатываются, но ты немножко становишься рабом Америки, американским рабом. И вот на таких, как я, их тут тысячи, строится как раз вот эта вот американская экономика. Потому что все деньги, которые тут зарабатываются, зачастую они остаются здесь. Ну, допустим, пару наглядных примеров. Я профокапил ключи от мопеда, они новые. Замена ключей стоит 700 баксов. Потому что в Веспе чип, как на тачке, и нужно менять личинку, пару ключей и сам контроллер. Можно было купить его на eBay за $250, но он бы пришел бы через неделю. 700 баксов минус. Потом у меня еще какая-то херня. Опять 700 баксов. И ты вот вроде зарабатываешь тут бабки, а они как бы, ну, копятся, но не с такой геометрической прогрессией, как, ну, я себе планировал. Ну, в теории откладывать по $5000, будучи одному, живя в кемпинге, ну, это вообще должно быть на изи. Но нет. Нет, у меня максимум, сколько получилось пооткладывать, я пару месяцев, один месяц отложил 5500, второй 6. Все остальные месяца какие-то провальные. И я не знаю, с чем это связано. История, что все учатся на чужих ошибках, она как бы есть в ней доля правды. Но у меня получается немножко наоборот, на своих. И как бы оступившись, ну, самое главное — это не сдаваться и не придавать максимально большое значение этому моменту, потому что можно утонуть. А когда ты оступаешься постоянно и не утопаешь, ну, это типа признак героя. Меня. Все это кажется абсурдом, и со стороны думается, что неужели такие люди существуют вроде меня? Дебилы. Но повторюсь, такой момент, когда ты сконцентрирован на одной идее, она у тебя в голове сидит, все остальное как-то становится расплывчато, и твой разум затуманивается. Но это не повод продолжать идти дальше, что делаю я. В Сан-Фране со мной произошло, мне кажется, все, что могло произойти, что могло пойти не так. Стоило, знаете, что нужно было сделать? Нужно было просто уехать оттуда. Вот я туда уехал, и все сразу наладилось. Это что значит? Вот знаете, фильмы вот эти вот с ужастиками, когда пара въезжает в дом, там полузаброшенный, отреставрированный, и там девушка парню говорит: мне тут не нравится, надо уезжать, что-то тут не то, неладное. И потом оказывается, что там привидение. Или там духи. Так вот, то же самое у меня с Сан-Франом произошло.
Только нужно было момент просто подобрать такой, чтобы сразу сделать асталависта, и все. А я упорно боролся. Ну, там реально кэш. Там реально можно нормально заработать бабла. Я уперся в этом своим рогом невидимым. И такой чик-чик-чик. А толку от этого чё? Хуй. Жалею ли я, что это со мной произошло? Вот ни капельки. Такой жизненный опыт дается, ну, много раз в жизни. Но мой жизненный опыт настал в 31 год. Когда я почти год протусовался в США. Единственный неположительный момент, то, что я тут без семьи. Все остальное, что здесь происходит, ну да, там есть там моменты не очень приятные. Но в целом, я такой жизни не видел, я хотел на нее посмотреть, и я сделал это. Ты смотришь на меня через призму вот этого экрана. А я сейчас тут нахожусь. Топаю своими ножками по вот этому американскому асфальту. Америка — это не пуп земли. Можно жить в любой точке мира. Можно жить в Австралии, Германии, Латвии, в Европе, в Азии, Малайзии, да где угодно. Но когда ты попадаешь на новую землю, тут свои правила и законы. И будь добр, их как бы придерживайся. И нужно типа бдить, чего я немножко не делаю. Ну ты понял. Ты живешь в незнании, что будет завтра. Иначе бы знал, какой купить лотерейный билет. Или как в детстве, такой момент у меня был. Я всегда заказывал Деду Мороза кошелек полный бабла, чтобы когда ты от него доставал его, то, открыв его заново, оно там появилось. Все же понимают, что это нереально. Но раз такие мечты есть, значит, все это возможно. А продолжение истории ты узнаешь на моем канале. Подпишись, чтобы не пропустить его. Качика, там-пам-пам, вот это есть. Ты понял. Пока-пока. Ну еще больше всего, конечно, поражает тутошняя природа. Косой. Свалил. Куда свалил? Ладно, беги.